Женя вошел в квартиру и увидел сидящих на кухонном полу детей. Было видно, что дети были очень голодны, так как они, не думая, отправляли в рот кошачий корм, при этом причмокивая от удовольствия. Яна в это время лежала в гостиной и общалась с подругами по видеочату. Увидев мужа, она скривила лицо и бросила фразу: «Ладно, позже пообщаемся, мой пришел». Женя был в бешенстве и едва держал себя в руках. Возле Яны на журнальном столике стояла полупустая бутылка вина, шоколад и фрукты. «Яна, что все это значит? Тебе же нельзя пить. Ты до сих пор Валерку кормишь». «Уже не кормлю. Еще вопросы есть?» «Ты вообще нормальная? Пока ты тут выпиваешь, наши дети кошачий корм едят». «И что? Барсик же от этого не обеднеет, не правда ли? И вообще, что ты такой сердитый? Иди ко мне, я тебя приласкаю». «Яна, если это еще раз повторится, то что? Что ты сделаешь? Ударишь меня? Подашь на развод? Что ты сделаешь? Чего ты молчишь? Не забывай, все, что ты имеешь, все это благодаря моему отцу. Я только пальцами щелкну, и ты вылетишь из его фирмы, словно пробка из бутылки шампанского». Казалось, вино сделало свое дело, и Яна заводилась все сильнее и сильнее. В этот момент ей хотелось зашвырнуть в мужа бутылку, перебить всю посуду или вовсе спустить его с лестницы. Однако Женя быстро остудил ее пыл. Он смотрел на нее холодным взглядом, будто давно все продумал и решил для себя, что это больше продолжаться не может. «Хорошо». «Что хорошо? Я тебя не понимаю». «Щелкай». «Что щелкать?» «Пальцами щелкай. Ты ведь этого хотела». «Да пошел ты. Я и так ухожу от тебя. И спиногрызов своих забери. Не хватало еще, чтобы они мне всю жизнь испортили». Женя собрал вещи, забрал детей и поехал к матери. Мать молча выслушала сына и только изредка покачивала головой. «Янка, конечно, не подарок, но все-таки зря ты так с ней. У нее отец очень влиятельный, а вдруг тебя и вправду с фирмы попрут? Что тогда?» «Ничего, найду новую работу». «Какую? Грузчиком будешь или дворником? Ты должен за все, что у тебя есть, благодарить Яночку. У тебя и машина есть, и квартира в центре города, и работа, дай бог каждому. Что тебе еще не хватает?» «Мама, мне не хватает уюта в квартире, вкусного ужина, когда я прихожу после работы. Не хватает чистых и сытых детей, не хватает спокойной домашней обстановки». «Тоже мне проблему нашел. Не нравится, как она варит? Заказывай еду на дом. Деньги-то у вас имеются. А еще лучше найми домработницу, и в квартире будет чистота и порядок, и дети твои сытые и довольные». «Нет, мама, я собираюсь подавать на развод». «На развод? А где ты собираешься жить?» «Как где? Здесь. Если ты не помнишь, это и моя квартира тоже». «Так-то оно так, но твой брат с девушкой сошелся, и теперь они живут в твоей комнате. Да и вообще, старая я стала, чтобы за твоими детьми ходить. Вон как расшумелись. Ты не обессудь, но у меня места нет. Ладно бы ты один пришел, а тут еще и выводок с собой приволок. Это чтобы алименты не платить, да?» Женя ничего не ответил на вопрос матери, потому что в комнату вошел младший брат с невестой. «Представляешь, Сенечка, этот дурень разругался с женой и решил подать на развод». «Как? А вот так». «Женя, ты чего? Зачем так категорично?» «Я все решил, и не надо меня отговаривать». «Да ради бога, делай, что хочешь. Но не мог бы ты подождать немного? Я тут работу ищу. Надеялся, что ты меня к себе возьмешь. Не чужие люди, поди». «Тут ты уже без меня.
Я не собираюсь терпеть выходки Яны ради чего-то благополучия. Ах, вот как? Ну, знаешь ли, мы, между прочим, тоже не обязаны терпеть твоих. Женя забрал детей и вышел на улицу. Было холодно, крупными хлопьями на землю опускался снег. Мужчина стоял и не знал, куда ему податься. Однако, немного подумав, он вызвал такси и спустя полчаса уже сидел в гостиничном номере. Еду он заказал прямо в номер, а когда сытые и довольные дети уснули, Женя принялся искать на сайте объявлений съемную квартиру. Он уже хотел позвонить по номеру, чтобы обговорить все детали, как ему позвонил его тесть. «Ты что творишь, мерзавец? Думаешь, что это так сойдет тебе с рук? Ты уволен. Чего молчишь? Испугался?» А Женя не испугался. Он просто не хотел наговорить лишнего, поэтому молча выслушал своего тестя, а потом выключил телефон. «Ну ничего, первое время придется трудновато, но вместе мы справимся», — подумал мужчина. Квартиру он снял быстро, но и пусть она была на окраине города, зато здесь тихо и спокойно, да и детский сад был в пешей доступности. К его великой радости в детском саду были места, и Женя, уладив все формальности, отвел детей в сад. Осталось дело за малым – найти работу. А вот тут было значительно труднее. Поблизости ничего стоящего не было, а то, что находилось далеко, ему не подходило. Кто-то же должен был отводить и забирать детей из сада. Немного подумав, Женя обратился в управляющую компанию. Вдруг им нужен сотрудник. Однако штат был полностью укомплектован, а вот дворников не хватало. Ничего не поделаешь. На первое время сойдет любая работа. Так из системного администратора Женя превратился в дворника. Но это его не смущало. Главное, его дети были рядом, сытые, довольные и под присмотром. За 2 года дети заметно подросли и уже даже забыли про нерадивую мать, которая даже не вспоминала о них. Развели их быстро. Однако Яна даже не соизволила прийти в суд, а всеми ее делами занимался их семейный адвокат. На алименты Женя не подал. А зачем? Он мужчина, он справится сам. И он справился. Его мать после того случая с ним не общалась, а братишка даже на свадьбу свою не пригласил. Но Женя не отчаивался. И вообще, зачем ему такие родственники, которые с ним только из-за денег? О бывшей жене он больше не слышал. Знал только, что она вышла замуж за какого-то бизнесмена, а потом укатила с ним в другую страну. И эта зима выдалась очень холодной. Из-за обильных снегопадов работы поприбавилось. Спецодежда, которую ему выдавали, едва справлялась с сильными морозами, а его легкий свитерок, надеваемый под фуфайку, грел не ахти. Ему бы купить что потеплее, но Женя и так сильно потратился. Лене и Вале куртки и сапожки купил, а на себя, как обычно, ничего не осталось. Он вообще в последнее время думал только о детях, а себя ставил на последний план. Хотя хороший отец именно так и должен поступать. А потом Женя заболел. Сильный жар, кашель сделали свое дело. Мужчина едва передвигался по квартире и даже не мог выйти ни в магазин, ни детей в детский сад отвезти. Когда ему стало совсем плохо, Женя вызвал скорую. Скорая приехала быстро, оценила обстановку, дала жаропонижающее, предложила госпитализацию. А узнав, что мужчина живет один и детей не с кем оставить, сообщила, куда следует. Детей изъяли на следующий же день. Надо было видеть, как Женя сопротивлялся, чтобы детей не забрали, из-за чего сотрудники опеки посчитали его буйным алкоголиком, с которым детям опасно оставаться. А Женя на самом деле никогда не пил, просто из-за болезни
он давно не брился, и дома было не убрано по той же причине. Но разве им можно было это доказать? Когда Женя немного пришел в себя, он привел в порядок квартиру и пошел за детьми, но ему не разрешили их забрать, мол, с таким оставлять детей опасно. И тут Женя и вправду в первый раз напился до чертиков. Он не знал, что ему делать дальше и кого просить о помощи. Едва доковыляв до своего подъезда, Женя рухнул у скамейки и впал в беспамятство. Снег валил крупными хлопьями, и неизвестно, что бы случилось, если бы не Вера, его соседка напротив, не вышла бы этим вечером вынести мусор. Впрочем, она всегда так делала. Выносила мусор по вечерам, хотя и знала, что это плохая примета. В одной руке она держала пакет с мусором, а в другой – пакет с кормом. Очень часто девушка видела, как у мусорных контейнеров в поисках пищи роются бездомные животные. Вот для них она и несла угощение. Вечернее кормление бездомных животных было ее ежедневным ритуалом, и только после этого девушка могла заснуть с чистой совестью. Сама когда-то была голодающей, родители выпивали, а потом ее изъяли из семьи, и она большую часть своего детства провела в детском доме. Увидев лежавшего на снегу человека, девушка не растерялась. Она быстро подошла к нему и, убедившись, что тот был мертвецки пьян, направилась к мусорным бакам. Выбросив мусор и накормив тамошних обитателей, девушка вызвала соседа и попросила помочь донести Женю до ее квартиры. В этом пьяном мужчине она узнала своего соседа. Тот тоже всегда подкармливал бездомных животных, даже кормушки смастерил для птиц и развесил их на деревьях. А неподалеку от мусорных контейнеров смастерил и установил небольшие будки, в которых время от времени и грелись бродячие шерстяные постояльцы. Проснулся Женя от аромата крепкого кофе и звука шкварчащей яичницы. Оглядевшись по сторонам, мужчина определил, что он находится в чужой квартире. Интересно, во что еще он успел вляпаться? «Доброе утро! Уже проснулись? Проходите к столу, у меня все готово». Женя попытался напрячь память, чтобы вспомнить события вчерашнего дня и понять, что он делает в квартире своей соседки, но, к сожалению, на ум ничего не приходило. «Вы не беспокойтесь, завтракайте спокойно». «Как я тут оказался?» «Вы у подъезда лежали. Я с Семеном Степановичем вас занесла к себе». «Спасибо вам. Обычно я не пью, а тут столько навалилось». И тут мужчину прорвало. Он начал рассказывать ей о семейной жизни, о разводе, о своей матери и младшем брате, о том, как поначалу совсем справлялся, а потом, как после болезни, у него забрали детей. Девушка слушала молча и понимала, что чем-то жизнь этого мужчины ей напоминала ее собственную. Она тоже была никому не нужна, вот только в отличие от нее у него было ради кого жить, а у нее нет. А ведь когда-то и Вера была замужем, только вот по причине ее бесплодия с ней и разошелся ее муж. И теперь вот уже как 2 года она переехала сюда и работала в местном детском доме. «Я, кажется, знаю, как вам помочь». «Правда?» «Правда. Вечером вернусь с работы, и мы поговорим». Женя ждал вечера словно праздника. Он приготовил ужин, накрыл на стол. Должен же он хоть как-то отблагодарить девушку, которая спасла его от мороза, да и дальше собиралась помогать. Вера пришла к 7 вечера и с улыбкой протянула ему небольшой торт. «Можно?» Да, конечно. А у меня уже ужин готов». «Ну, тогда за ужином я вам все и расскажу». Как оказалось, дети Жени были в том же детском доме, где работала Вера. Поговорив с директором детского дома и объяснив ситуацию, Вера упросила под ее личную ответственность
устроить Женю в детский дом дворником. Так Женя мог хотя бы видеться с детьми. А потом, спустя месяц, получив шикарную характеристику и результаты анализов, в которых черным по белому было написано, что мужчина не употребляет ничего крепче черного чая и кофе, Женя отправился в органы опеки. «Синицына, а ты тут какими судьбами?» «С женихом пришла». Вера даже испугалась своей смелости. Вдруг Женя подумает, что она сама напрашивается. Но мужчина так не думал. Он и сам понимал, что Вера – это единственный человек, на которого он может положиться, и что именно такая мать и нужна его детям. Вот только он боялся предложить ей стать его женой. Она ведь моложе него, да и дети у него имеются. Кому захочется возиться с чужими детьми? Детей Жене вернули, однако из детского дома он так и не ушел, а продолжал там трудиться. Вскоре он нашел себе подработку, разрабатывал программы для офисов в свободное от работы время. А потом он сделал Вере предложение. «Вера, я понимаю, что ты вряд ли согласишься, у меня же 2 детей, но я хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя и приму любое твое решение. Вера, выходи за меня». «Жень, ты мне очень нравишься, честно, но у тебя кто-то есть?» «Нет, что ты, просто дело в том, что я не могу иметь детей. Мой брак распался из-за этого. Я хочу, чтобы ты знал об этом. Поэтому подумай, нужна ли тебе бесплодная жена или нет?» «Ты мне любая нужна, Вер. Ты не бесплодная. Ты уже подарила мне детей, когда помогла мне вернуть их. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты всегда была рядом». Прошло много лет. Женя работает программистом в очень хорошей компании. Вера домохозяйка, но ее работа не менее важна. Она создает уют в доме, где они живут все вместе. Дети называют Веру мамой, а вот родную мать они даже не узнали, когда случайно встретились в парке. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.